Моя книга про то, во-первых, про то, как мы воспринимаем других людей через их соцсети. Нам кажется, что они все классные, жизнь у них наполненная и интересная, а у нас все дурацкое, скучно, и сами мы некрасивые, нелепые люди. Вот. И также эта книга про подростка, про его неуверенность в себе, про его какие-то проблемы с восприятием себя и своей внешности. И главный герой — это мальчик Коля, который думает, что он странный и нелепый, а все остальные классные и красивые и счастливые. И вот он дружит с какими-то ровесниками в соцсетях и думает, что они потрясные. Вот. А потом знакомится с ними в реальной жизни и понимает, что они просто такие же дети, как и он, с какими-то своими комплексами и недостатками, но это не делает их при этом плохими или неинтересными. И он понимает, что все люди вот такие на самом деле, все странные. Началась она на самом деле, с героя, с персонажа. То есть, по сути, я сначала нарисовала этого чувака, а потом уже придумала для него историю. Вот. И это если говорить вот об этой конкретной книжке. И получается, что текст как раз был написан после. То есть сначала был примерный сюжет, потом была раскадровка, а потом уже я облекла это все в слова. Изначально просто было задание придумать какую-то детскую книжку. И мне, в принципе, хотелось, наверное, рассказать именно историю про какого-то гадкого утенка, но в современных реалиях, потому что мне кажется, что это такая вечная история, которая близка на самом деле всем. История про странного подростка, мне кажется, все мы были ими, поэтому это такая, мне кажется, достаточно очевидная идея. Уже потом, когда я эту книжку понесла в издательство «Самокат», я поняла, что, допустим, дети в наше время не ходят в ковбойских сапогах. По крайней мере, арт-директор «Самоката» мне сказала об этом. Вот, но я отказываюсь верить в это, и я продолжаю рисовать всех людей и животных в сапогах, и я буду продолжать это делать всегда. Вообще, в идеале, конечно, хочется каждый раз что-то изобрести, как-то сделать так, как я еще не делала, но так не получается, конечно. Но вообще, я все время думаю о поиске какого-то нового метода формообразования. Не то, чтобы я, каждый раз осуществляю это, но глобальная цель у меня такая. Все время кажется, что идешь по какой-то проторенной дорожке привычной. Хочется с нее все время свернуть. И вот это очень трудно, на самом деле. То есть все время, когда я уже закончила картинку, я думаю, надо же по-другому было сделать. И я смотрю на чужие работы и думаю, вот так я хочу. А уже картинка сделана. И, каждый раз что-то не идеально. Но, наверное, так и должно быть. Но каждый раз я думаю, надо было сделать по-другому. Но какие-то неведомые силы все время мешают сделать по-другому. Вот.